Здравствуйте, дорогие друзья, это Лобковский, взрослым о взрослых. А поговорим сегодня вот о чем. Многие из нас, из вас и из меня, не знаю, как уж из Мари, здрасте, Мари. Смотря о чем вы будете говорить, здрасте. Не могут отпустить контроль. Я контролирую тут каждую кнопочку. А кнопок как в Боинге? В этом часе. Вы не знаете, сколько кнопок у Мари? Да, так вот, есть такая проблема, которая касается огромного количества людей. Это люди, которые не могут не контролировать. Это начиная от ребенка и деланием уроков, заканчивая руководителем крупных предприятий, которые, как у нас выражается, не могут делегировать свои полномочия. Причина интересная. И в ребенке, и в предприятиях причина одна и та же. Это тревожность. Это тревожность, из-за которой человек пытается лезть везде сам, все проверять, дергать ручку двери при выходе, смотреть, закрыл ли он воду, газ и так далее. Это все как бы одного поля ягоды. И вот как эту проблему решить, как отпустить контроль, сегодня мы об этом говорим. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Вы тоже все контролируете? Нет, я нет. У меня такой вопрос. Меня зовут Марина, Москва, 40 лет. У меня дочь подросток, и вот она все... Очень добрый вечер, Мари. Очень приятно. Насколько подросток? Сколько лет вашей дочери? 14. Так, и что она? И она все контролирует абсолютно полностью меня, всю жизнь. Вот, и когда мы с ней пытались поговорить, поскольку я, слушаю вас и вообще уже, скажем так, понимаю, в чем дело, я ей говорю: дочь, ты просто очень тревожная. У тебя вот тревожная мама, но мама пьет препараты противотревожные, а ты, у меня вот, собственно, папа тоже тревожный. И она говорит: Марин, мам, ты говоришь, что я какая-то не такая. То есть вот, как бы она это воспринимает, знаете, в как этом наезд, возрасте, да? А? Как наезд воспринимает. Да, как наезд, как она говорит: мам, я испытываю комплексы, что ты мне вот говоришь, что нужно к неврологу сходить, там, что-то. А как она контролирует, что она делает? Допустим, пример. У нас родились щенки у собаки. Она говорит: так, я буду там их, так, не вздумаю их продавать. Там, я сама буду сама буду определять, кому и что. Я говорю: хорошо, занимайся этим сама. Но сама она не занимается при этом. То есть, понятно. И потом, какие-то бытовые вопросы, допустим, там, покупать вот это нельзя, вот эти продукты. Там, нужно только вот эти. То есть, она дергает ручки от крана, от двери. Перепроверяет, что она закрыла. Нет. В целом, в остальном она собрана достаточно, но контроль настолько сильный, что просто уже такие, получаются, конфликты на этой почве. Вот. И если я ей говорю, что: дочь, давай сходим к неврологу и просто решим этот вопрос как-то медикаментозно, она начинает плакать и говорить, что: мама, ты меня, в общем... А как она учится? Учится, в принципе, неплохо. Не на одни пятерки, не отлично. Но видите, что-то здоровые девочки есть. Да. То есть я ей всегда говорю, что дочка, в общем, стараюсь, знаете, вот, может быть, я перегнула палку в том, что я вообще все стараюсь ей, не давить и все позволять. Но она уже просто переходит совсем границы какие-то вот в быту. Нет, вы просто знаете, что можете сделать? Вот взять щенков, да? Да. Значит, вы говорите, как ее зовут? Алиса. Вот тебе дается 2 дня, если за 2 дня ты их не пристроишь, я их продам. Не хочешь — не пристраивай. И так во всем. Угу. И все. Может быть, ее с возрастом отпустят. Может, мне сейчас кризисный период, пубертат — тяжелый период в жизни человека. Может быть, со временем у нее этот контроль пройдет. В общем, понятно, да, о чем мы сегодня говорим, но тут есть несколько вариантов. Я вспомнил, как называется это, Мария, для вас загадка. А вы ее знаете, наверное. Пока не знаю. Как называется жена, которая всегда знает, где ее муж? Вдова.
Ха-ха-ха, да. Тамерлан, 25 лет, из Казахстана, Кызылорда город. Здравствуйте, Михаил. Я с детства видел, как мама контролировала все в семье. Теперь я замечаю иногда за собой такой же контроль к своим детям. Как с этим разобраться? Что делать и где грань между контролем и здоровой заботой? Ну, давайте начнем с последнего вопроса. Где грань между контролем и здоровой заботой? 90% заботы должно происходить от человека, который просит об этой заботе. Контроль заключается в том, что вас об этом никто не просит. В частности, я не говорю, что не надо детям помогать делать уроки. Им надо помогать, когда они об этом просят. И ровно в том объеме, в котором это надо. Например, ребенок не понимает условия задачи. Ребенок не понимает слова какого-то. Ребенок не понимает смысл упражнений и так далее. Вы подошли, в рамках запроса, как говорят психологи, на вопрос ответили и пошли дальше гулять. Но ребенок не просит, чтобы ему говорили, когда ему делать уроки, чтобы его проверяли по каждому уроку. Так, давай дневник, давай тетради, и сейчас стихотворение мне расскажи, которое ты выучил. Здесь заботы нет никакой. Здесь есть тревога, что ребенок не будет учиться, а он не будет учиться, если с ним так сидеть. Вот. И это контроль. У Хазанова была шутка, как он старушку через дорогу перевел, хотя и на другую сторону даже не надо было. Вот это грань между заботой и контролем. Когда вы хватаете за руку старушку, которая вообще в другую сторону идти, то она вас об этом не просит, и вы о ней не заботитесь. Вы решаете какие-то свои проблемы невротического характера. А здоровая забота, это, во-первых, исходит от другого человека, и, во-вторых, что гораздо важнее, у вас нет от нее зависимости. То есть вы можете это делать, можете не делать. Люди, которые все контролируют, они все контролируют. Они не могут ситуацию отпустить и сказать, ладно, вот это пусть они делают, я даже проверять не буду. Нет, они туда влезет и проверять будет, и переспрашивать, и так далее. То есть неспособность соскочить с этой темы – это проявление уже проблемы. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Меня зовут Арсений, город Кемерово. Смотрите, у меня вопрос какой. Мы с женой женаты уже 6 лет, 2 детей. Старшему 4,5, младший 1,5. Как бы все нормально было. Она в декрете, я постоянно на работе был. Где-то с полгода назад она начала выходить, потихоньку к работе возвращаться. Она хореограф у меня. Все нормально, все хорошо. Потом она начала, потом в какой-то момент, в общем, случилось такое, что мне нужен был телефон, мой старый по работе. Я говорю, где мой телефон? Она говорит, я отдала его сестре. Я говорю, ладно, заберем. Сестре я звоню по пути, она говорит, я не в курсе про что. Я приезжаю домой, говорю, так и так. Даже темы это не касался. В общем, нашел я телефон этот. Я говорю, пытаюсь ввести там пароль. Она говорит, это сестра брала. Я говорю, мне сестра, сказала, что никакого этого не было. В общем, суть в чем, что она выхватила у меня телефон, выключила все, стерла все оттуда данные. И получилось, я разозлился, распсиховался. На несколько дней, на 3 дня уехал из дома, чтобы не провоцировать. Все, приезжал, помогал, конечно, с утра вечером с ребятишками. Все в таком молчании было. Потом успокоился, спрашиваю, зачем все это было, зачем врешь? Говорит, у меня были прошлые отношения, меня там очень сильно контролировали. Слежки, я говорю, да мне это не надо. Говорю, мне если надо будет, я сам ошибался уже на этом. Было дело. Меня просто... То есть она это сделала, чтобы вы ее не контролировали? Она это сделала для того, чтобы... думала, что я ее контролирую. Она просто ввязалась в какую-то... йога, секта, вегетарианство, непонятно что. В общем, эзотерика какая-то. Я ее поддерживал в этом. Я очень разделяю ее мнение. Говорю, я не против, что ты занимаешься своими делами, но хочу, чтобы как-то было открыто. Потому что я, в принципе, открытый такой человек. А потом началось, что эти собрания, где она на какие-то собрания начала ходить, в какое-то сообщество ввязалась, в общем, уезжает на несколько дней,
оставляет меня с детьми, ни трубки не берет, никакого, ну, так, звонит, конечно, там, ой, любимый, милый, там, не звонит, вернее, а пишет даже. Там, все, я тебя люблю, там, спасибо мне, что помогаешь развиваться, что я вот такая вся, ну, в общем, мне это было нужно. Я говорю, ну, окей, ради бога, я говорю, давай хоть это, чтобы не пропадать сутками, потому что, ну, У меня подозрение, что это не совсем по теме наш разговор. Что? У меня есть ощущение, что этот разговор не совсем по нашей теме. Нет, а вот именно, смотрите, сейчас получается, что она скрыла, ну, дома ходит, скрывает всю свою переписку. Даже не то, что скрывает переписку, а вообще убирает телефон, заблокировала... Мы сегодня там, говорим пароли о все том, что люди... Зачем? Смотрите, у нас тема, как не контролировать, как отпустить контроль. А вы немножко о другом говорите. Зачем она это делает, я не знаю. Мария? Андрей из Калининграда. У нас с супругой 3 детей. Я работаю, супруга в декрете. Мне нравится чистота в доме. Пытаюсь контролировать чистоту в квартире и сам ее поддерживаю всячески. Не терплю пыль на полу. Сам протираю пол, но супруга не горит желанием это делать. Меня, конечно, это расстраивает, но прекращать отношения из-за немытого пола считаю глупо. Вопрос, я бы сказала, как перестать контролировать полы, вопрос, но вопрос другой звучит. Как мотивировать супругу приобщиться к поддержанию чистоты в квартире? Только личным примером. И то бесполезно, я думаю. Это детей еще можно. Я просто представила 3 детей, и надо еще полы контролировать, конечно. А мы можем, например, из этого письма сделать другой вывод. Вот, Мария, рассказываю вам ситуацию. Иногда, когда я сижу на приеме как психолог, ко мне приходят люди. А у меня на столе может что-то лежать. Ну, там ручки, бумажки, стаканы. Не знаю, что там еще лежит. Извините. Ну, органайзер какой-нибудь. И вдруг я смотрю, что посетитель так незаметно берет и пытается все это выстроить в одну линеечку, чтобы все стояло аккуратненько, параллельно друг другу. А потом берет и, ну, не могу сказать прям невидимую, может, он видит эту пыль, как наш автор письма на столе, и так пальчиком пыль-то смахивает, но без укора, как мне. Это не то, что чья-то жена, да, к психологу пришел. Это достаточно тяжелый случай контроля. И зачем здесь нужен контроль? Дело в том, что такие люди, это вот как это бывает в такой сильно выраженной форме уже, да, когда, например, вещи стоят не параллельно, у них мир рушится. Но вы имеете в виду обсессивно-компульсивный синдром? Можно и так сказать, если сгущать, конечно, краски. Им надо, чтобы все было ровно, чтобы все было аккуратно, не пылинки и так далее. Такой тип людей во время стресса моет посуду яростно, руки по несколько раз, переставляет мебель, выбивает ковры, вытирает пыль. В отличие от истериков, которые в такой ситуации начинают тупо жрать на нервной почве. Эти люди, они не едят. Они, наоборот, как правило, еще и худые к тому же. Считается, что это как бы более тяжелый, более сложный случай. Но так просто всем для размышления, может, кто-то себя узнает. Но на всякий случай, тут все-таки не говорилось, что Андрей из Калининграда маниакально это все контролирует. И я не про Андрея. Просто не терпит пыль на полу. Развить вопрос, связанный с Андреем, и дать ему, так сказать, вторую жизнь. Добрый вечер, алло. Здравствуйте. Алло, добрый день. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, Антонина из Калининграда. Здравствуйте. Привет из Калининграда. Да, У меня Антонина. такая проблема, я мать контролирую. Ей 62 года, 63 в июне месяце, мне уже 30. А я себя чувствую ребенком, чувствую, что я жду от нее все-таки какой-то похвалы, и за ней нянчусь, точнее, с ней нянчусь. Мне кажется, что она теперь уже, ну, я не знаю, в деменцию впадает или что. Я должна вроде позвонить. Она мне не просит о заботе этой, а я ее навязываю. И вот постоянно хочу проконтролировать, выпила ли она какие-то витаминчики, вовремя ли она там заказала какие-то себе услуги и прочее. Антонина, а в чем ваше подозрение на деменцию? В том, что
она ведет себя странно. Она сейчас говорит одно, потом отказывается от своих слов и делает совершенно противоположное. Я ей много раз сказала, она уходит от ответов. Ну, в принципе, она человек сам по себе такой. Но поведение у нее, она забывает какие-то моменты, делает как будто назло мне какие-то вещи. Ведет себя просто как такой, знаете, как ребенок просто, наивный ребенок. А так всегда было ли это последнее время? Мне кажется, в последнее время это усугубляется. Дело в том, что последние 1,5 года примерно она живет одна, отец умер, и мне кажется, вот она начинает страдать от этого. И я вроде хочу оказать ей свою помощь. Может, вам с ней к врачу сходить вместе? Есть специалисты по этому поводу. Можно и неврологу сходить, можно и геронтологу. Хотя для геронтолога она еще возрастом не вышла, она молодая еще. Ну, к неврологу можно сходить, невропатологу поговорить хотя бы так. Хорошо, что мама такая дочка. Но вы сами только не волнуйтесь, маму не контролируйте. Если вы считаете, что мамино поведение неадекватно, сводите маму к врачу. Здравствуйте, Михаил. Я пытаюсь контролировать режим дня, особенно время сна. Расстраиваюсь, когда не получается. Рано утром обещаю себе начать ложиться пораньше, но ближе к ночи спать не хочется. Как вообще быть, когда ты маниакально пытаешься контролировать свой режим, а режим не держится? Ну, наверное, потому человек и его контролирует, что не получается. Я думаю, что есть смысл не контролировать как бы режим дня, а писать себе какое-то расписание, если у вас есть с этим проблема. То есть, если вы, например, залипаете на какие-то ситуации, где у вас есть слабость. Например, люди одинокие, за компанию, там, за поболтать с подругой, все готовы отдать. И вообще про себя забывает. Вот если такие проблемы есть, то, наверное, их как-то контролировать можно. Но выстраивать свою жизнь, загонять себя в рамки просто так, потому что вы нервничаете, если у вас этого нет, это плохо, потому что вы как бы живете для радости. Все-таки какая же тут радость, когда вы едите по расписанию. Здравствуйте, Михаил. Не могу доверить ребенка мужу. Все делает не так. Одевает холодно. Если пойдут в ресторан, закажет тяжелую еду. С прогулки ребенок придет мокрый и замерзший. Я даю шансы, но все время потом проблемы. И приходится все контролировать. Отпустить ситуацию не могу. Что делать? Отпустить. Если вы не считаете, что проблема носит патологический характер, то есть после каждой прогулки приезжает скорая помощь и забирает ребенка в больницу, или с кишечными отравлениями, или с переохлаждением и так далее. Но тут, наверное, вы правы. Если вы считаете, что у вас просто с мужем разные взгляды на еду детскую, на закалку и так далее, то тут все очень неоднозначно, потому что я сейчас вспоминаю, в Лондоне зимой дети ходят в шортах. Никто... И сандаликах, в шортиках и сандаликах. Ну, не так, что прям сандалики, но в коротких, в майках я видел. Ну, там у них не минус 20, конечно, но зима. То есть там 0, может, минус 2, снежок. Но они по-другому относятся, да? Они по-другому относятся. В южных странах, например, это я был сам свидетелем, жили мы в кибуце в Израиле, на Голанах, и ребенок у меня заболел чем-то типа ангина, что ли, какая-то температура. И она прибегает домой, и с нее вода ледяная прям льется с головы. И говорит, что такое? Говорит, из бронзбойта температурных поливали холодной водой, я не успел убежать. Ну, как бы вот так, понимаете? Все очень зависит. Поэтому, если вы считаете, что вы избыточно волнуетесь, то отпустите. Если вы считаете, что каждая прогулка отца с ребенком приносит ребенку какой-то ущерб, ну, тогда, наверное, вы правы. Вот что я могу сказать. Добрый вечер. Говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил? Да. Здравствуйте, Михаил. Я поклонница вашего творчества. Благодарю за все, что вы делаете. И мне очень нравится, Мари, ваш голос. Просто фантастический. У вас, Мари, голос, меня зовут Мария. А у меня творчество. Обратите внимание. Спасибо. Да, обращайтесь. Меня зовут Мария, мне 40 лет. И я хотела бы задать вопрос именно по теме. Значит, вопрос такой. У меня муж, а у него есть бывшая жена, с которой они развелись давно уже. И, значит, получается так, что эта женщина постоянно пытается контролировать то, что происходит у нас в доме.
через детей или каким-то любым вот образом. Могу привести пример. Один раз ребенок зашел в дом с включенным телефоном, а там висела как бы мать на линии, прослушивая, что тут будут говорить у нас в доме. Вот так даже? Да, очень страшно, как бы так непонятно даже, да, неясно зачем вот это все. Никаких у нас странных вещей ни разу не происходило, но, видимо, пока мой муж как бы не женился на мне, не было таких вопросов, и она более-менее могла контролировать его. Вот. А сейчас как бы я в доме, да, хозяйка, и ситуация, видимо, изменилась. Для нее с какой-то стороны стало хуже, я так поняла. Из-за того, что, возможно, он не стал с ней больше столько общаться, сколько раньше. И у меня вопрос такой, как мне вот на это реагировать? Могу ли я как-то вот воспрепятствовать, что ли, или остановить вот это сумасшествие? Ну, а как вы можете? Вы должны проверять, когда приходят дети, нет ли у них микрофонов на теле, не снимают ли они на скрытую камеру. Вы это имеете в виду? Как она еще может контролировать? Нет, я надеюсь, до такого не может даже... Как? Вы же сами сказали, что она попросила детей включить телефон, видео, чтобы дети показали, что в квартире происходят разговоры. Ну, вот это проверяйте хотя бы. А еще как? Как она еще контролирует, кроме того, что вы рассказали? То есть она раньше постоянно могла позвонить мужу, и если что-то не по ее, или он что-то не купил, или где-то не заплатил, прям криками, истериками через телефон я могу слышать на расстоянии в соседней комнате, как она кричит в телефон, пытается его унизить там или как-то обозвать. Вот. И это таким способом она пытается, как бы сказать, у нас сейчас перерыв будет. Что ли. Да, пока перерыв не начался, я еще коротко скажу. Предложите мужу переходить на переписку, например, в WhatsApp. Никто орать не будет. Или какие-то кричащие шрифты, но тихо. Ирина пишет, как можно избавиться от патологической ревности, когда дергаешься от звука каждого сообщения на его телефоне и не можешь успокоиться, пока не проверишь его мессенджеры. К вечеру легчает, а утром просыпаешься с чувством сильной тревоги, будто в параллельном измерении, и сразу понятно, что причина снова ревность. Вот, кстати, знаете, что я думаю? Что ревность, она провоцирует контроль. Правда же? И у меня даже был случай смешной. Я по молодости только такой ревнивый был, неуверенный в себе. И одна девушка, моя знакомая, с каким-то парнем переписывалась по-английски. А я английского вообще ни в одном глазу. И вдруг из-за ревности я... Потом, когда я был у этого нашего знаменитого полиглота, как его зовут, который 33 языка знает, и еще передача... Иванов, Петров, Сидоров. Нет, он еще вел... Петров. Петров, да, Петров. Дима Петров, я же его знаю лично. Дима Петров, он так и сказал, вы берете любое предложение из 15 слов, если вы 4 слова понимаете из них, то вы можете, в принципе, понять смысл предложения. И у меня прямо такая энергия, я прям смотрю и начинаю видеть, что я реально понимаю, о чем они пишут. То есть, если бы на ревности можно было английский за неделю просто выучить. Но на самом деле, почему так происходит? Ревность, на мой взгляд, состоит из двух компонентов. Один компонент – это низкая самооценка, неуверенность в себе и, соответственно, в партнере. Это мысль о том, что тебя променяет на кого-то лучше. Это мысль, что я вообще не понимаю, что он со мной делает. А вторая проблема еще хуже, чем первая. Это люди, которые потеряли чувство безопасности и доверия еще в глубоком детстве. Ну, например, их на пятидневку отдали, в интернат, сплавили бабушки и не забрали. Ну, разные ситуации бывают. То есть были какие-то психотравмы, где ребенка бросили, предали, ну, как он, ребенок, считает. И у него жуткий страх на всю жизнь возник от того, что с ним могут еще раз так поступить. И вот это и плюс, или что-то одно, плюс, я имею в виду, низкая самооценка, собственно, провоцирует ревность, а ревность, конечно, провоцирует контроль. Это смотреть в телефоны, в компьютеры, пароли, а кто тебе писал, а кто тебе звонил и так далее. У нас передача на другую тему, скажу один из самых, эффективных способов решать эту проблему, это решить для себя, что вы будете делать, если ваш муж вам изменяет. Если вы говорите, я не знаю,
но я люблю его, вы будете дергаться дальше. Если вы скажете себе, он мне изменит, я уйду, вас начнет отпускать, потому что когда человек знает, что он будет делать, ему уже как бы и не страшно, он как бы к этому готов. Хотя жить, конечно, с этим не очень приятно. Добрый вечер, алло. Здравствуйте, это опять я, которая недавно звонила по поводу того, что ребенок приходит домой с телефоном и подслушивает. Так, да. Просто разъединилась из-за паузы. Да. Я просто хотела бы до конца, вот пожалуйста, как мне быть как жене, да, когда бывшая жена пытается контролировать, что... А я же вам ответил на ваш вопрос. Там пауза была, я даже не слышала. Ну давайте я еще раз повторю. Как вам быть в этой ситуации? Вам надо обезопасить, то есть дети пришли, камеру видели, сказать, дети, выключите телефоны, мы не можем начать с вами общаться, пока вы будете здесь ходить с телефоном и все это записывать. Как-то так. Добрый вечер, еще один звонок, алло. Добрый вечер, Денис, город Тверь. Вот эта тема мне очень близка по контролю. У меня в жизни, знаете, как получилось. Я, в принципе, не приемлю контроль ни по отношению к себе, ни по отношению к другим. А вот две избранницы у меня, у них это было в категорической форме. Что в первом браке, что во втором браке. И вот оттуда, вот именно отсюда у нас возникает очень большое количество конфликтов. Я хочу, чтобы ребенок был с какими-то навыками самостоятельными, чтобы его, как спутник запустить. Мама его последняя, она его всячески контролирует. История про программы шпиона. Я вот просто задаю вопрос 38-летней женщине, что ты хочешь услышать от 11-летнего ребенка, что ты хочешь, вот на чем его поймать? Объяснение я не как она его контролирует? Контролирует, устанавливает, помимо его воли, устанавливает программы. Я говорю, я не против локации. Но зачем что ты хочешь услышать? Она его до 3 класса водила в школу, хотя школа находится в 100 метрах, ее видно с балкона. То есть это какая-то была вечная борьба. Я говорю, не надо его водить в школу, простил. Итог, она идет на балкон и смотрит, как он заходит в школу. Но пусть так. Таких вещей. Нет, она у вас тревожная, понятно. Главное, чтобы ребенка обезопасить. Но у меня, к сожалению, обратная ситуация, понимаете? Может быть, из-за того, что я находился в определенном количестве времени у тревожных женщин, а я, наоборот, я не хочу уже ничего контролировать. Но это тоже проблема, потому что это получается некий самотек. Вы знаете, с точки зрения, давайте так как тема интересная, контроля над детьми, я кое-что расскажу вам. Первое, что я хочу сказать, сейчас кто-то, конечно, может схватиться за сердце, существует статистика по Российской Федерации, из которой следует, что занятие сексом в Российской Федерации, к сожалению, начинается до совершеннолетия в 15,5 лет в среднем. Если говорят в среднем, то, как вы понимаете, кто-то еще раньше. 14, например. Далее. Наркотики не 18 лет пробуют, а 12,5. Об этом вообще никто не знает. И почему так происходит, когда родители зато знают, сколько опасностей на улице, да и в школе бывает. И родители пытаются контролировать детей. Особенно, когда у них девочка, например. А здесь есть свои плюсы и свои минусы. Но плюсы, видимо, в том, как думают родители, что они постоянно знают, где находится их ребенок. Минус заключается в том, что не давая ребенку самостоятельности, не давая ребенку самостоятельно принимать решения, отделить, как говорится, добро от зла, они продолжают пестовать в ребенке инфантилизм, и получается, что ребенок готов вырваться любой ценой на волю, и когда все переболели этими детскими болезнями, все покурили в детстве, и не только, к сожалению, покурили, да, не будем туда углубляться, и как бы переболели, у детей есть свое мнение на этот счет. И если какой-нибудь негодяй им какую-то гадость предложит, они скажут «нет, мы не хотим». Родители, которых контролируют, скажут, конечно, хотим, дайте 2, потому что их из дома даже не выпускали. И они начинают догонять то, что другие уже прошли, а им уже не 12, не 15 лет, им бывает 20, 25. Они, например, студенты уже, а может, даже закончили учиться. И в этот момент, рано или поздно, их все же выпустят на волю. В этот момент у них сносят крышу.
И те, кто детскими болезнями переболел, они как бы уже взрослые, ответственные люди. А эти, наоборот, во все тяжкие, а это уже не смешно в этом возрасте, не понимают, хорошо это или плохо, отделить тоже не могут, мнения своего не имеют, то есть они очень подвержены влиянию, потому что их мнение никому не было в доме интересно, потому что их родители, в особенности отцы, в этом смысле были авторитарные, и ребенок вырос, в общем-то, без своего мнения, без понимания, что он несет ответственность за свою жизнь, потому что ему этого никогда не давали. Ни мнение высказать, ни ответственность нести. Все было у родителей в кулаке. Так вот, я вам хочу сказать, когда вы знаете, где ваш ребенок по навигатору, это один уровень знания о ребенке. Но когда вы знаете, что с ребенком ничего не случится, потому что он у вас взрослый, ответственный, и вы его так воспитали самостоятельно и независимо, что он глупости делать не будет, это гораздо спокойнее. Тем более я могу привести очень простой пример. Когда вы думаете, что вы знаете. Когда у меня ребенок был мелкий, ей было 13-14 лет, не больше. Она шла со своей подругой Аней и говорила: папа, ты же не псих, ты же не будешь, я надеюсь, в 10 вечера звонить Ане домой и будить всю семью. Ты же не будешь бабушку, инвалида, будить среди ночи в 10:30, я надеюсь. Но ты же не психованный родитель. Мне прям неудобно уже, когда я даже говорю, как вот ночью звонят люди странные, и будет всю Анину семью, ну ты же ведь не такой. Да нет, я не такой. Потом, когда ей уже было за 20, она сказала: папа, чтобы ты понимал, я, конечно, никакой Аня не ходила, мы с Аней ходили на дискотеку, на ночную. То есть это иллюзия, что вы знаете, где ребенок, то, что он отчитывается, скажу вам, это иллюзия. Поэтому мой вам совет: с самого раннего детства на сначала каких-то бытовых примерах, там, чтобы ребенку дать помыть посуду, тарелку хотя бы, чтобы он что-то убрал, что-то пытался маме помочь приготовить, где-то он пошел, где-то вы за ним не побежали, он упал, вы стоите, он похныкал, еще не рыдает, видит, что родитель спокойно стоит, передумал рыдать, отряхнулся, пошел играть дальше. Вот каждый такой случай ребенка делает взрослее и ответственней, а вас, как родителей, спокойнее за его жизнь, а не потому, что вы все время знаете, где он находится. Это несложно, потому что он заперт у вас дома. Подумайте об этом. Добрый вечер, алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ой, вы представляете, дозвонилась с первого раза. Очень рада, что я дозвонилась. Вопрос такой. У меня ребенок, я контролирую, наверное, какая-то зависимость с планшетом. То есть он прям считает минуты, у нас выведено время для планшета, да, например, там 20 минут в день, но у него нет границ в этом плане, и даже по часам я выстраиваю время, говорю, 20 минут. А ребенку сколько лет? Ребенку 7 лет, да. Вот, ребенку 7 лет, и я говорю, вот сейчас эта стрелочка здесь, значит, это прошло там полчаса, и ты должен его отдать. То есть у него начинаются истерики, он плачет, ничего не хочет потом делать, там по графику, да, там, например, мыться, кушать, ужинать, все уроки. И есть вот у нас, то есть мы не можем прийти, я не могу с ним прийти к компромиссу. Здесь такой действует с моей стороны авторитаризм, потому что у него астигматизм, зрение немножко пониженное. А ваш вопрос, как прийти к договоренности с ребенком? Да, как вот здесь лояльно. Очень просто, очень лояльно. Во-первых, вы ему говорите, что когда я забираю у тебя компьютер, не дай бог ты рот откроешь, ты завтра его вообще не получишь. Да, лишала на неделю. Ну, это вот зверство. Один день достаточно. То есть, если ты начинаешь ныть, скулить, орать, то ты на следующий день остаешься без компьютера, и вы должны сказать об этом заранее. Второе. Ну, не знаю, это ваше дело, я обычно говорю, что он уже еще уроки делает в компьютере или не делает? Нет, не делает еще. Ну, просто когда в компьютере уроки, то дети начинают говорить: а как же поиграть? Ну, я обычно такое-то время там на это самое, быстрее сделаешь уроки, больше поиграешь. В общем, это должно быть жестко, вы делаете все правильно. Но в выходные дни можно, конечно, ему там часок-то прибавить в день, это вот будни поменьше. Но от и до, и не минуты больше, и тут хоть оборись, не надо ему идти никогда навстречу. Более того, надо
пресекать все истерические попытки. Если сказать, что я забираю компьютер, мне спокойно отдаешь. Если ты не спокойно отдаешь, то мы тренируем спокойствие, в следующий день у тебя его просто не будет. Ну, хотя бы так. Я поняла. Спасибо вам большое. Ну, здоровья. Всего доброго, удачи. Потому Спасибо, что есть, к сожалению, интернет-зависимость, есть лудомания, есть уже центры, которые занимаются детьми, которые погрязли в компьютерах. Это дело не в астигматизме, дело в том, что у многих проблемы с коммуникацией, проблемы с вообще активностью. И что я буду сейчас, у нас не про компьютер передача. В общем, это как бы и добро, и зло в одном стакане, как многие вещи в нашей жизни. Ксения пишет: я поймала мужа на просмотре порнографии. Ну, наконец. Ксения, правда, пишет порнографической чернухи. Тут даже вот так вот написано. Я сказала ему об этом, и тут начались скандалы. Оказалось, что он живет этими фильмами, то есть смотрит с утра до вечера. Какой киноман. Киноман, соглашусь. Стала контролировать, Ксения пишет, этот процесс. А он собирается разводиться, но никуда не уходит. Мне 43 года, у нас 2 детей, подростков. И, ой-ой-ой, не звоните, у меня сбилось сообщение. Так вот, мне 43, у нас 2 детей, подростков, и у меня голова не болит. А ему 55, и он говорит, что это нормально. Ну, в общем, как перестать контролировать, и нормально ли это? Извините за этот вопрос, но меня тревожит, пишет Ксения. Но раз вас тревожит, то я прямо чувствую себя одновременно Бэтменом и ангелами Чарли. Мы выезжаем, в общем, на тревогу. И доктором Айболитом. Это все в фильмах, про которые пишет Ксения. Да, значит, я что хочу сказать, Ксения. Это такой феномен, который никто не может понять, но он существует в психике человеческой, когда и у женщин это тоже бывает, и у мужчин, когда им нужна какая-то мастурбация, несмотря на то, что у них есть секс. Но в чем вы, может быть, правы, если это происходит в ущерб вашим здоровым сексуальным отношениям. Если как бы у вас их нету, а муж заменяет вот этими многочасовыми шедеврами синефилией мирового кинематографа, да, это проблема. Если у вас прекрасные сексуальные отношения, как в первый день, а этого мужа из-за гиперсексуальности еще он догоняется, значит, кино, я в этом проблемы не вижу. Вот. У нас просто радио здесь, поэтому не все можно говорить. Просто вспомнили строчки Бродского на эту тему, но в другой раз, видимо. Добрый вечер, алло. Здравствуйте. Алло. Пожалуйста, говорите. Алло. А еще что-нибудь? Алло, здравствуйте, меня зовут Людмила. Здравствуйте, очень рада Людмила. попасть в ваш эфир. Я хотела сказать, что я, наверное, такой контролер вынужденный, потому что когда я, например, прошу какой-то помощи у своего мужа, например, там, разобрать какие-то завалы вещей или там детские игрушки, которые везде валяются, он говорит, по-моему, надо это все будет просто выкинуть. А я говорю, нет, это нельзя выкидывать, тут куча всякого полезного, очень хорошего, которое, может быть, наши дети будут играть, или, может быть, можно кому-то отдать, или продать, или там, я не знаю, ну, то есть точно не выкинуть. Он говорит, ну, тогда давай сама делай все. Так. А в чем ваш вынужденный контроль-то? Ну, потому что я не могу, чтобы это все выкинули. Я говорю, ну, окей, я поняла, все буду делать сама. Вы знаете, я так скажу, когда вот между супругами есть разногласия, а вы сегодня, наверное, слушали, постоянно разногласия, ну, вот то, что в эфире нам звонили люди, да, то я рассуждаю следующим образом. Вы все сохранить, муж все выкинуть. Поэтому, если вы во взглядах не сошлись, то сохранять придется вам. Понятно? Где выкидывать, там муж, где не выкидывать, там жена. Как-то так. Но просить одного делать за другого то, что он не разделяет этой точки зрения, это, я думаю, не очень гуманно. Добрый вечер, Михаил. Алена, 35 лет, Новосибирск. У меня своя клининговая компания, где я лично пытаюсь контролировать всех сотрудников и как они сделали работу. В итоге я сильно выматываюсь, иногда делаю или переделываю работу своих сотрудников. Вопрос, как перестать контролировать сотрудников и направить, в конце концов, уже энергию в нужное русло. Я думаю, что для этого надо найти человека, какого-нибудь директора, управляющего, который это будет делать вместо вас. Это раз. Второе, сказать, что если со стороны клиента будут нарекания, то у вас будут проблемы. Как бы я ни смотрю, как вы убираетесь, но если мне будут жаловаться, то дальше жаловаться начнете вы.
Например, на денежные штрафы вы можете даже озвучить, что будет. Кстати, этот же принцип я проповедую для родителей, чтобы они не контролировали учебу детей. Выглядит очень мило, Мария. Жалко, что мы с вами большие, уже в школу не ходим. Хотя я не могу сказать, что я жалею об этом. Например, вот Мария. Я представляю, как будто вот она моя дочь. И вот она приходит, весело махая портфелем. И я ей говорю: если школа меня не трогает, живи как хочешь. Ешь только вовремя, не забудь уши чистить, зубы и ногти стричь. А вот если школа меня вызывает и говорит: у вашей Марии 3,2, тогда у ребенка начинаются серьезные проблемы в доме. Она уже не гуляет, как раньше. Была такая шутка: надо женщине, которая ищет жениха, выйти на улицу накрашенной и причесанной. Это ребенок говорит. Потому что если она выйдет не накрашенной, не причесанной, все поймут, что у нее уже есть муж. Так вот. Какая страшная шутка. Да, так вот, я хочу сказать, такие вещи, они и на работе помогают, и с детьми. Еще раз. Когда у вас все хорошо, дети, менеджеры среднего звена, директора отделов, управляющие компаний, значит, мы считаем, что все прекрасно, что туда лезть. Но первый косяк, и если выясняется, что как бы вы прогуляли, вы не поняли, вы не доделали, вы бросили и так далее, то у вас начинаются проблемы. Где-то вплоть до наказания на все эти гаджеты, а где-то вплоть до увольнения с работы. Работает как часы. То, что касается контроля, я уже итоги подвожу, потому что у нас времени мало осталось. Контроля над мужьями, женами и любовниками. Тут другая ситуация. Тут неуверенность в себе. Надо повышать свою самооценку, вселять в себя уверенность. И уверенность вселяет в себя мысль о том, что вы будете конкретно делать, если самое страшное, по вашему мнению, произойдет. До тех пор, пока вы мечтаете и не знаете, вы будете дергаться. Когда вы скажете: да я знаю, что я буду делать. Ничего. Ну, например, вас отпускает. Или: да я разведусь. Вас еще быстрее отпускает. То есть вы не заложник, вы не жертва, и у вас к этому другое отношение. Но я сказал, что у ревности есть более тяжелые причины, я имею в виду потеря чувства доверия и безопасности. Это когда она с детства еще психотравма была. Но здесь лучше к психологу, конечно, сходить, проблему это решить. Друзья мои, контроль – это синоним слова тревоги. Как бы вы ни объясняли, что этот пьет, его надо контролировать, иначе он сейчас будет пить. Нет. Дело не в нем. Он алкоголик. А вы еще более тяжелый персонаж, который алкоголика контролирует. Вот если вы скажете: он пьет, я уже ему не жена, и я не собираюсь за ним смотреть, хочет пьет, не хочет не пьет, это его жизнь. Гораздо веселее. Но невротики, к сожалению, не могут себе такого позволить, и обычно они очень переживают, не делегируют свои полномочия и так далее.